Я здесь, господин судья. Господин барон, что вы можете сообщить суду по существу дела? Смотря что вы считаете существом. Как что? Объясните, почему разводитесь? Как же так? 20 лет все хорошо было, и вдруг такая трагедия? Извините, господин судья, 20 лет длилась трагедия, и только теперь должно быть все хорошо. Объясните подробнее. Объясняю подробнее. Уважаемые судьи, дамы и господа, есть пары, созданные для любви, мы же были созданы для развода. Наше супружество, как ни странно, началось задолго до нашего рождения. Род Мюнхгаузенов всегда мечтал продниться с родом фон Дуттен, поэтому, когда родилась у них девочка, я, в свою очередь, родился не только мальчиком, но и мужем. Якобина с детства не любила меня, и нужно дать ей должное, сумела вызвать во мне ответные чувства. В церкви на вопрос священника, хотим ли мы стать мужем и женой, мы дружно ответили нет, и нас тут же обвенчали. После венчания мы уехали с супругой в свадебное путешествие, я в Турцию, она в Швейцарию, и 3 года жили там в любви и согласии. Я протестую! Вы оскорбляете мою подзащитную! Правда, нельзя оскорбить, уважаемый адвокат. Вообще, мне кажется, вы несколько ограничены в своем понимании жизни. Господин Рамкопф, развод – одно из величайших достижений человечества. Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе. Это были трудные 20 лет, но я о них не жалею. В свое время Сократ, как мне сказал, женись непременно. Попадется хорошая, жена станешь счастливым. Плохая, станешь философом. Не знаю, что лучше. Во всяком случае, я благодарю тебя, Якобина, за то, что стал таким, каков я есть. И да здравствует развод, господа! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу.